Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая, и сегодня мы в Твери. Несмотря на то, что Тверь является самым крупным населенным пунктом на трассе Москва-Питер, но Великий Новгород немножко в стороне, так что номинально да, город сохранил некую провинциальность, свой особый уют. Городу в этом году 886 лет исполнилось. Тверь стоит на берегах великой русской реки Волга, в районе впадания рек Тверца и Тьмака. А Тверской трамвай заработал в 1901 году. Работал он и в Великую Отечественную войну, и в революцию. Работал он и в 90-е. Но 14 ноября 2018 года движение было прекращено. Какие ставни красивые. Как сообщалось, временно. Однако нет ничего более постоянного, чем временное. И уже в 2019 году начали разбирать пути, снимать контактную сеть, уволили персонал, вагоновожатых, путейцев. И все, часть вагонов порезана, часть стоит в единственном оставшемся трамвайном депо. На сегодняшний день обещают трамвай в Твери восстановить. На это выделены деньги из бюджета, власть обещает. И, скорее всего, сдержит свое слово, восстановит трамвай, но уже, правда, не в том объеме. Ну, как говорится, на том спасибо. А сегодня мы посмотрим на остатки былой роскоши. Посмотрим, по каким улицам проходили эти трамвайные пути, точнее, проходят. Вообще, у Твери печальная история в плане транспорта. Как и Москва, город лишился троллейбуса, трамвая вот нет. В прошлом году разобрали узкоколейку, прекрасную узкоколейку от КСМа до песчаных карьеров. Ну, ничего страшного, по крайней мере, трамвай обещали вернуть. Что ж, есть еще возможность оставить свой накат на старых рельсах. А поможет нам во всем этом безобразии мистер Ясень. Мистер Ясень? Привет! Привет, ты чего тут? Ну вот, прохлаждаюсь. Хорош прохлаждаться, поехали на трамвайных путях кататься. Поехали, готовить дрезину. Ай да! А вот мы находимся в святая святых, обиталище Ясеня, где он у нас водится. Гараж. В гараже мы наблюдаем пока еще разукомплектованную дрезину Ясень. Какая там? Ясень? 6.1. 6.1. Понятно. Что у нас тут изменилось с момента последнего выезда? Уменьшилось количество пассажиров с 4 до 2. Пост управления перенесен вперед. Тормоза с гидравликой. Ну и двигатель. Доделываем систему зажигания. Система питания модернизирована до вот такого бачка. Вот у нас тут идут шланги, можно фыкать. Все работает, все действует. Цепь сзади, так что если отскочит, то вдарит по затылку и будет совсем не страшно умирать. Ну давай, заводи мотор. А что не заводится? Ну погоди, так, клемму накинул, фара горит. Ага. Может бензинку подкачать? Так, стоп, точно это есть. Ага, свеча есть. А подкачай бензинчику. Ага, Так это делается. Отлично. Насоса нету. Нормально, самотеком. Так, от винта. От винта, давай. Ты пинается. Ура! Работает! Ну вот последние приготовления, и начинаем отправляться в путь. Благо, что на этот раз ехать нам недалеко. Мистер Ясень уже преобразился и готов покорять остатки тверских трамвайных путей. Дрезина на месте. Ну, в бой. А вот мы уже видим трамвайные пути.
еле-еле их видим. И наша задача будет проехать прямо по этим путям. Друзья, вот мы и приехали. Нам с вами вон туда. Машину мы поставили не самым лучшим образом, но что поделать, место слишком удобное для разгрузки. Вот, пожалуйста, посмотрите. Дрезина, вот пути, вот наш бригадир Ясень. А вот и знак о том, что мы проводим монтажные работы, машины не ставить. Настоящий монтер. Давайте ставить ее на рельс. Готов? 2, 3. Нет, дороги стали хорошие, а вот трамвая не хватает. Я в Твери тут родился, живу. Сейчас дети у меня в Питере живут. Приехали. Хотелось бы дочке на трамвае прокатиться. Ну что, первые проблемы. Отвалилась трубка топливозаборника. Сейчас надо ее выудить с днища бачка. Фильтр приладили. Ну-ну-ну, есть! Вот так вот. Чтобы проехать, надо освободить себе путь, особенно в кривой. Годы отсутствия движения внесли свои коррективы. Но ничего, страждущий добьется. Прочищаем внутренний желоб, чтобы колесо шло по нему. А иначе оно по внешней границе этого желоба перескакивает, рельс сходит, и дрезина сходит с рельс. Вот очередной сход. Давай-ка. Вместе 3-4. Все. И только чайки недоумевают, что два чувака тут затеяли. Ну вот, переместились в тень. Уже намного лучше. Сейчас мистер Ясень будет воскрешать свое детище. У него это, как всегда, получится. Пусть и не сразу. А мы будем ему помогать. Ну а пока пару слов о том, где мы находимся. Сзади нас, где-то в той стороне, бывшее трамвайное депо номер 1. А вон туда вот уходят пути к воротам города, к вокзалу. На главном ходу Октябрьской дороги, станция Тверь. Там и Сапсаны останавливаются, да и подавляющее большинство поездов. Эту ветку по планам будут восстанавливать на том же месте, где она есть и сейчас. Ее переносить никуда не будут, потому что она и так очень удобно расположена. От вокзала и прямо в чрево города. Наши прогулки по Твери продолжаются. Гуляем по местным магазинам автозапчастей в поисках вот такой вот штуки. Это коммутатор от нашей дрезины. И именно он приказал долго жить. По закону подлости именно на эту запчасть не распространилось наше правило резервирования. Есть и вторая свечка, и провода, и катушки тоже 2. Бензина с собой взяли канистру. Всякие шланги для топливопровода. Все есть. А вот коммутатора второго не оказалось. И надо же, вот совпадение. Именно он вышел из строя. Так что продолжаем нашу веселую и увлекательную прогулку по чудесному городу Тверь. Поменяли коммутатор, сейчас идут последние приготовления. И чудище должно ожить. И пуск с полоборота. Нахуй трамвай, блядь. От него кроме вреда никакой пользы. Трамвай, он выгоден только там, где он по выделенке ходит. Ну и вот мы поехали. Наверное, последнее движение от путям Тверского трамвая. Вот преодолели переезд, вручную откатили. Сейчас пойдем дальше
в сторону вокзала. Бессмертный голубь! Новый нарушитель правил дорожного движения. Почему? Он же нам уступил. Но он пытался не уступить. Рельсы без слободов. Появляются узкоколейные мотивы, но нет. Что-то прям смердит чем-то прям. Да. Остановим его? Давай тормознем. Ну, скорее всего, это сцепление. А, нет, смердит хлебзавод, сушки. Хлебзавод смердит. Да, это сладкий, вот этот запах, это сушки, ваниль. Действительно, очень вкусный запах, что мы его с тобой с паленым сцеплением перепутали. Ну а тем временем мы подъезжаем к вокзальной площади города. Можно сказать, лицо города. Но нас пока сдерживает УАЗик. Господи, у него Пикачу. Пикачу? Да. Пикачу! Как красиво он расписан. Да, УАЗик-то хороший, боевой. боевой. Ну что, подходим к остановке? Да, давай, поехали. Мы доехали до вокзальной площади Твери. Жарко, поэтому, наверное, можно взять какой-нибудь холодный коктейль. Вот наша дрезина здесь. Мистер Ясень чай попивает. Ну, кто-то косится, кому-то нравится. Похоже, конечная точка нашего маршрута. Здесь идет кривая, уже непроезжабельная. И дальше недолго путь идет. Полностью перерезан пешеходным переходом. Как рельсы варили, день отмыли. Да. Вот. Так я ж работал в другом формате. Ну там как ложка? Там столько растяжек стоит. Это не положено по правилу. Там растяжка на растяжке, там тоже. Вот. И рельсы старые, а вот здесь когда клали, как раз мы клали, нам еще деньги платили за это. Там даже рельсы были, вот здесь вот, там ЖДшки. Там даже были вот рельсы с 11 и 10 X этими, как его, как называется, дефектами. Короче, прям Это, короче, чермет. На списании 10 уже были. и 11 Я понял, что дефектные. это вообще чермет. А туда такие клали. Ну, а новые-то рельсы выписали, Да. а новые-то... Вот там такие клали. Все, двигаем назад. Доедем до машины, а потом пойдем посмотрим, что осталось в трамвайном депо номер 1. Друзья, мы подходим к нынешнему парадному входу в трамвайное депо номер 1. Вернее, в то, что от него осталось. Окна открыты, стекол почти нет. Пойдем посмотрим, что здесь осталось. Полы такие вроде не провалятся. О, да. Все как мы любим. Где-то здесь ходит ясень, так что если увидите большого бородатого мужика, не пугайтесь. Ё-моё. Мощно. Нет, не подняться туда будет максимально глупо. Да, к слову сказать, видим здесь классическую советскую окраску подъездов.
Вверху белила, а внизу, ну, зеленой краски в Союзе всегда было много, поэтому ее и использовали. А потом уже, ну, вот так повелось. Кошечки бойницы. Как не хочется здесь разложиться. Обилие мух говорит нам, что скоро мы найдем источник. И это не трупный яд. О да. Сюда мы заходить, пожалуй, не будем. Процесс разрушения полным ходом. Так, ну а здесь что? Здесь уже можно и убиться. Отлично. И, ребят, знаете, ну нахер. Вряд ли мы там найдем что-то интересное и неисследованное. А вот туда вот я вижу первый этаж. Видите? Туда не хочется. Поэтому аккуратненько пойдемте. Кстати, плитка знакомая, прикольная. Пойдем посмотрим, что там дальше. Снаружи видим двор. Предполагаем, здесь были гаражи. Товарищи водители, окончив работу, не забудьте слить воду. Ну, пойдемте гулять. Там тропа нас ведет куда-то туда. В идеале найти ремонтные мастерские. Потому что тут тропинка, да, нам куда-то туда. Да, такое тотальное запустение. Самое интересное, что мы сейчас находимся в центре Твери. Это не окраина. Ну-ка, вот здесь стена обвалилась. Пойдемте посмотрим. Запах азота. Вон кусочек шпалы. Да, ребят, смотрите, как получилось. Верхнее перекрытие под моими ногами. Хотя наверх я не поднимался. Поэтому очень рисково ходить по всяким забросам, заброшкам и прочим местам. Да, ребят, вот оно. Здесь когда-то были канавы, на которых обслуживались вагоны. Плиточка у нас осталась. Хочу заметить, металла здесь нет от слова совсем. Вырвано все. Ни путей, ни арматуры. Все. Кстати, очень красиво. Наверху на потолке перекрытие. Висят еще изоляторы. Какие-то остатки контактной сети. Прикольно, что потолок деревянный. Там мы видим монтера. Это что за монтер? Дяденька, не звоните в милицию, я больше не буду. Нет! Нет! Вот это, кстати, интересно. Это какая-то этажерочка, на которой наверняка располагалась документация по вагонам, пришедшим на техобслуживание, на ремонт. Заброшенное депо, ворота, въездные ворота. Все. К сожалению, на этом все. Самое основное мы увидели. Какие-то заброшенные конторы. Но они сейчас в состоянии неузнаваемости. Что это было, как это было. Вот, кстати, здесь стоял вагон. Здесь стоял вагон. А вот сохранились фрагменты лесенки. Спускаться туда. Печальное зрелище, конечно. Очень печальное. Так, нам надо туда.
Безопасно ли это? Конечно, не безопасно. Ну, чуть что лететь недалеко. Заботливо положенная досочка. Вот, мел, можно что-то написать. Ага. Так, ну что ж. Рискнем мы по этой досочке? Ну, давай рискнем. Досочка норм. Или нет? Не норм. Вот так вот. Опа! Что здесь? Выжимка из инструкции по технологии. Применяемые смазки в различных местах вагона. Понятно. Здорово, что никто не схабарил. Так, ну пойдемте назад. А вот, ребят, какой прекрасный фронтон депо. Трамвайное депо. Красиво и грустно. Друзья, на этом наша трамвайная часть Твери подходит к концу. Конечно, мы вам показали далеко не все, что осталось. В основном это куски рельс, которые выглядывают из-под земли между припаркованных на них автомобилей. Туда соваться на дрезине смысла нет, ну а просто так, я думаю, печали на сегодня нам хватило. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!